В начале 30-х годов 20 века нацистская Германия начала активно разрабатывать военные технологии, что стало основой для будущих секретных экспериментов. Одним из первых достижений стал первый в мире реактивный самолет, разработанный инженером Хайнцем Гроби и представлен в 1939 году. Этот самолет, названный Heinkel Х-178, стал символом нового направления в авиации и продемонстрировал невероятные возможности реактивного движения. Вскоре после этого нацисты начали массовое производство реактивных самолетов, что дало им значительное преимущество в воздухе. Однако не только авиация привлекала внимание немецких ученых. Одним из самых интригующих направлений стали эксперименты с кибернетикой. В 1940 году группа ученых во главе с Вальтером Ритцером начала работу над первыми системами управления, которые позже стали основой для создания автоматизированных систем. Этот проект был настолько секретным, что его детали оставались неизвестными даже среди большинства высокопоставленных офицеров. Ритцер и его команда намеревались создать машину, способную самостоятельно принимать решения на поле боя. По мере развития технологий нацисты не останавливались на достигнутом. В 1941 году они приступили к разработке новых систем навигации, которые использовали радиоволны для определения местоположения и курса. Эти методы позже стали основой для создания современных систем GPS. В это же время начались работы над усовершенствованием радаров, что позволило немцам значительно улучшить свои возможности в обнаружении вражеской авиации. Не менее важным аспектом секретных экспериментов была разработка новых видов материалов. В лабораториях нацистов ученые работали над созданием более легких и прочных сплавов, которые использовались в авиации и танкостроении. Одним из таких материалов стал алюминиевый сплав, который использовался для создания самолетов и бронетехники. Эти инновации значительно повысили боевую эффективность немецкой армии. Секретные эксперименты охватывали не только авиацию и навигацию, но и другие области. В 1942 году нацисты начали работы над созданием новых видов оружия. Одним из таких проектов стал суперпулемет, который был способен стрелять с высокой скоростью и имел большую дальность. Эта разработка была продиктована необходимостью улучшить огневую мощь на фронте. Важность этих экспериментов трудно переоценить, поскольку они стали основой для многих технологий, которые используются и сегодня. Но на этом путь нацистов к технологическому превосходству не заканчивался. Время шло, и с ним приходили новые идеи и проекты, которые обещали изменить представление о войне и научных достижениях. А что же дальше? Как нацисты продолжали развивать свои амбициозные планы в области ракетостроения? Спустя всего лишь несколько лет после начала работ над реактивными самолетами, нацисты начали амбициозный проект, который изменил бы представление о войне – разработку ракет. В 1942 году нацистские ученые под руководством Вернера фон Брауна начали создавать ракету Фау-2. Этот проект был не просто очередной попыткой улучшить военные технологии, он стал основой для будущего космического полета. Первые испытания ракет проходили на полигоне в Пенемюнде, и каждая успешная попытка запускала ракету в небо на высоты, которые ранее казались недостижимыми. Фау-2, известная как воздушная ракета, была первой в мире баллистической ракетой, способной поражать цели на расстоянии до 200 миль. Энергия, которую использовала ракета, была неимоверной. Двигатель, работающий на жидком топливе, позволял ей развивать скорость до 800 миль в час, что делало ее практически неуловимой для противника. Впервые в истории войны человечество сталкивалось с оружием, способным наносить удары с таких больших расстояний. Однако успехи Фау-2 не ограничивались только военными достижениями. В процессе разработки нацисты стали пионерами в области ракетной науки и технологий. Они разработали множество новых технологий, включая усовершенствованные системы наведения и стабилизации. Каждое испытание приносило новые знания и позволяло улучшить конструкцию. Достижения Фау-2 привели к тому, что нацисты начали рассматривать возможность использования ракет не только в военных целях, но и для исследования космоса. В 1945 году, после окончания войны, многие ученые, включая Вернера фон Брауна, были вывезены в Соединенные Штаты, где их работы стали основой для американской программы Аполло и запуска человека на Луну. Однако не все было так просто. Первые запуски Фау-2 также имели свои недостатки. Многие ракеты разрушались на старте или не достигали цели. Вся работа над проектом проходила в условиях постоянного давления со стороны военных властей, требовавших немедленных результатов. Это привело к массовым испытаниям, в которых погибли сотни людей. Но, несмотря на все трудности, способность Фау-2 поражать цели на большом расстоянии произвела впечатляющий эффект. Нацисты использовали ее против городов в Европе, нанося разрушения и устрашая противника. В результате, даже после окончания войны, проекты, связанные с ракетами, оставили свой след в истории. Изучив секреты ракетного дизайна, нацисты также начали задумываться о концепциях, которые казались фантастическими.
Идеи о межпланетных путешествиях и колонизации других планет стали частью их амбициозных планов. Однако, в отличие от своих более приземленных проектов, эти мечты так и остались на бумаге. Вскоре на смену технологиям пришли новые идеи, и вскоре мир узнал о том, что кибернетика также стала важной частью военной науки. Вокруг темы НЛО всегда витает множество мифов и загадок. Нацистская Германия не была исключением. В годы Второй мировой войны возникли слухи о таинственных летающих объектах, которые, по утверждениям, были разработаны немецкими учеными. Эти мифы о летающих тарелках стали основой для различных теорий заговора и увлекательных историй, которые путают грани реальности и фантастики. Но что стоит за этими слухами? Первое упоминание о нацистских НЛО связано с проектом Хаундерт, который возник в середине 40-х. Существует мнение, что нацисты пытались создать летательный аппарат, который мог бы использовать антигравитационные технологии. Хотя документальные подтверждения этого проекта достаточно редки, неоспоримым фактом является то, что нацисты работали над различными экспериментальными летательными аппаратами, которые имели необычные формы и конструкции. Одним из наиболее известных проектов был Долфина, который разрабатывался под руководством инженера Вернера фон Брауна. Этот аппарат напоминал дискообразный летательный объект и был предназначен для достижения больших высот. По некоторым данным были проведены испытания, но результаты оставались под грифом секретности. К сожалению, ни один из этих проектов не достиг значительных успехов, и слухи о НЛО остались на уровне домыслов. Однако, не только разрабатываемые технологии способствовали появлению мифов. В период войны имели место наблюдения неопознанных летящих объектов в небе над Германией и оккупированными территориями. Некоторые очевидцы утверждали, что видели яркие огни, которые двигались необычно быстро и изменяли направление, что невозможно было объяснить известными на тот момент летательными аппаратами. Многие из этих наблюдений можно объяснить экспериментами с новыми видами вооружения или даже с обычными воздушными шарами. Но благодаря тайне и секретности окружающей нацистские разработки, общественное любопытство лишь подогревалось. Эти загадочные явления стали основой для теории о том, что нацисты могли успеть создать нечто, выходящее за рамки обычных технологий. Существуют также слухи о том, что нацисты искали помощь у оккультных организаций, пытаясь использовать мистику и эзотерику для своих научных целей. Эта идея привела к множеству спекуляций о том, что нацистские ученые занимались разработкой технологий, основанных на неведомых силах и знаниях. Хотя доказательства этому отсутствуют, многие исследования и разработки действительно имели уникальные черты, которые отличали их от привычных научных подходов. С окончанием войны исследования и разработки нацистов были унаследованы другими странами, включая Соединенные Штаты. Ученые, такие как Вернер фон Браун, привнесли свои знания в новые проекты, включая космические исследования. Эта передача знаний также стала шоком для многих, так как они увидели в ней продолжение нацистских амбиций, но уже в новом обличии. А как же миф о нацистских НЛО? Научные и исторические исследования лишь подтвердили, что большинство свидетельств о таких аппаратах были либо мифами, либо результатом неправильно понятых наблюдений. Тем не менее, эти загадочные истории продолжали пугать и интриговать, напоминая о том, как сильно можно запутать общественное сознание, играя на страхах и незнании. Когда нацисты искали новые технологии, их усилия привели к настоящим прорывам в научной сфере. Однако за пределами реальных фактов продолжали существовать мифы. И когда кажется, что все тайны раскрыты, появляется новая глава о том, как нацисты переключились на исследования, которые могли изменить представление о биологическом оружии. В последние годы Второй мировой войны нацистская Германия направила свои усилия на разработку ядерной технологии, стремясь заполучить атомную мощь. Этот проект, известный под кодовым названием Эдисон, стал одним из самых амбициозных и секретных в истории нацистской науки. Ученые, такие как Отто Ган и Фриц Штрасман, начали свои исследования в 30-х годах, когда мир только начинал понимать потенциал атомной энергии. Первая задача, стоящая перед немецкими физиками, заключалась в изучении возможности расщепления атомного ядра урана. В 1938 году им удалось добиться успеха в экспериментах по делению урана, что открывало новые горизонты для создания мощного ядерного оружия. Научные исследования проходили в условиях строгой секретности. Лаборатории были оборудованы новейшими аппаратами, а ученые работали в изолированных помещениях, чтобы избежать утечки информации. Собирая информацию о ядерных реакциях, нацисты также начали разрабатывать планы по созданию атомной бомбы. В начале 40-х годов проект Эдисон получил статус приоритетного, и в него вовлекли множество ученых. Важной частью работы стали эксперименты с различными изотопами урана и плутония. Нацисты осознали, что для достижения успеха им необходимы большие объемы урана, и начали исследовать источники его добычи. Однако проект Эдисон столкнулся с серьезными трудностями. Хотя у немцев были знания и ресурсы, конкуренция с союзниками, которые также работали над ядерной программой, была ощутимой.
Команда ученых во главе с Ганном и Штрасманом пыталась найти способ создания ядерной цепной реакции, но отсутствие подходящих ресурсов и технологий затрудняло прогресс. Тем не менее, в 1943 году они смогли создать первую ядерную реакцию в условиях лаборатории, что стало значительным шагом вперед. В это же время нацисты начали искать возможности для создания мощного реактора, который мог бы произвести достаточное количество плутония для ядерного оружия. В качестве примера был разработан экспериментальный реактор, построенный в подземных лабораториях, защищенных от бомбардировок. Этот реактор должен был стать основой для создания атомной бомбы, которую нацисты планировали использовать на полях сражений, чтобы повернуть ход войны в свою пользу. Ситуация вокруг проекта Эдисон становилась все более напряженной. Работы велись в условиях постоянного контроля со стороны высокопоставленных военных чиновников, требовавших немедленных результатов. Это создавало атмосферу стресса и спешки, что порой приводило к ошибкам и несчастным случаям. В процессе разработки несколько ученых пострадали от радиоактивного облучения, что подчеркивало опасности, связанные с ядерными исследованиями. Однако надежды на создание атомной бомбы начали угасать, когда союзники начали реализовывать свой собственный проект, известный как Манхэттен. Создание реакторов и разработка бомбы в Соединенных Штатах продвигались с невероятной скоростью. Нацисты понимали, что отстают, и это вызывало панику среди ученых и военного командования. В конечном итоге, несмотря на значительные усилия и ресурсы, нацисты не смогли завершить проект Эдисон до конца войны. В 1945 году Германия капитулировала, и ядерная программа была полностью свернута. Однако знания, полученные в ходе этих исследований, не пропали даром и были использованы в других странах, определив будущее ядерной науки. Проект Эдисон стал примером того, как стремление к атомной мощи привело к научным прорывам, но в то же время показало, как высокие амбиции могут столкнуться с реальностью. Невероятные достижения в области ядерной физики уже вскоре должны были изменить мир, и эксперименты нацистов стали частью этой истории. Вскоре следующий шаг в развитии технологий откроет новые горизонты, и на горизонте появятся не менее противоречивые разработки, связанные с биологическим оружием. Среди множества секретных технологий, разработанных нацистами, особо выделялись те, которые изменили ход войны и продемонстрировали невероятную эффективность на поле боя. Эти так называемые убийственные технологии включали в себя новые виды оружия, улучшенные системы наведения и боевые машины, способные уничтожать противника с непревзойденной точностью и мощью. Важность этих разработок стала очевидной уже в начале 40-х, когда Германия начала активно применять свои новшества на фронте. Одним из первых прорывов стали танки «Тигр». В 1942 году на их основе была создана модель, которая сочетала в себе мощное вооружение и защиту. Эти танки имели свыше 15 мм броневой защиты, что делало их практически неуязвимыми для большинства противотанковых средств того времени. «Тигры» стали настоящим кошмаром для союзных войск, а их появление на поле боя мгновенно меняло ход сражений. Не менее значительное влияние оказали и новые типы артиллерии. Нацисты разработали орудие гаубица, способное стрелять с огромных дистанций. Эта артиллерия использовалась для уничтожения укреплений противника и создания коридоров для нападающих войск. В 1943 году нацисты представили новую модель орудия – морская пушка, которая могла достигать целей на расстоянии до 7 миль. Это создало эффект неожиданности и внезапных атак, которые союзники не могли предсказать. Нацистская Германия также разработала несколько видов летального химического оружия. В 1941 году начались эксперименты с газами, такими как зарин и табун. Эти вещества использовались для отравления противника, создавая хаос и панику среди врагов. Химические атаки становились все более широко распространенными, что вызвало международное осуждение, но нацисты продолжали свои эксперименты, считая, что это придаст им преимущество. Следующим шагом в эволюции убийственных технологий стали самолеты, способные не только вести воздушные бои, но и наносить удары по наземным целям. В 1942 году была представлена модель Junkers Ju-82, которая была способна нести как обычные бомбы, так и новые виды боеприпасов, способных поражать цели с высоты. Это сделало нацистскую авиацию одной из самых мощных в мире на тот момент. Не менее важным аспектом стали разработки в области подводных лодок. Учитывая необходимость контроля над морскими путями, нацисты начали массовое производство подводных лодок типа U-Boot. Эти субмарины имели высокую скорость и могли вести атаки на торговые судна союзников, что создавало серьезные проблемы для поставок ресурсов. Стратегия подводной войны оказалась весьма эффективной, приводя к значительным потерям среди торговых судов. По мере развития технологий нацисты продолжали интегрировать свои новые разработки в уже существующие системы. Логистика и снабжение стали основными факторами, влияющими на успех операций. Для этого были разработаны новые системы управления, которые позволяли координировать действия различных родов войск в реальном времени. Эти убийственные технологии не только изменили ход войны, но и оставили глубокий след в истории.
Вскоре на горизонте появятся новые разработки, которые обещают еще более разрушительные последствия и поднимут вопросы о моральной стороне научных достижений. Научные эксперименты нацистов уже приводили к страшным последствиям, и впереди ждут еще более шокирующие факты, связанные с их стремлением к абсолютной власти. Нацистская Германия не только стремилась к созданию эффективных боевых машин и оружия, но и активно разрабатывала шпионские устройства, которые должны были обеспечить преимущество в разведке и контрразведке. Эти технологии стали настоящими прототипами будущего, сочетая механические и электронные компоненты, что позволяло нацистам собирать информацию о противнике с невиданной прежде эффективностью. В условиях, когда каждая операция могла решить исход войны, такие разработки стали жизненно важными. Одним из самых известных шпионских устройств стал шифровальный аппарат Enigma, который нацисты использовали для защиты своих секретных коммуникаций. Эта машина позволяла закодировать сообщения так, что их расшифровка была практически невозможной без знания ключа. Сложные механизмы и диски Enigma сделали ее одним из самых передовых устройств своего времени, и на протяжении всей войны она считалась непробиваемой. Однако союзники, сумевшие перехватить ключи, сильно подорвали нацистские возможности в области шифрования. В дополнение к Enigma нацисты разработали и другие устройства, направленные на улучшение шпионской деятельности. Например, в 1940 году началась работа над миниатюрными камерами, способными делать фотографии с расстояния. Эти устройства использовались шпионами для получения секретной информации о расположении войск и стратегических объектах противника. Камеры помещались в обычные предметы, такие как ручки или пуговицы, что делало их практически незаметными. Не менее интересным проектом стали специальные радиопередатчики, которые позволяли шпионам передавать информацию в режиме реального времени с линии фронта. Эти устройства были разработаны для того, чтобы обеспечить мгновенную связь между разведчиками и командованием. Такие технологии давали возможность быстро реагировать на изменения ситуации на поле боя и адаптировать боевую стратегию. Нацисты использовали радиосигналы для передачи информации о численности и передвижениях противника, что значительно повышало их шансы на успех. В рамках шпионских операций нацисты также применяли различные устройства для слежки и наблюдения. Одним из таких примеров стали специальные автомобили, оснащенные скрытыми камерами и микрофонами. Эти транспортные средства использовались для наблюдения за противником и получения информации о его планах. В некоторых случаях такие автомобили были модифицированы так, чтобы их невозможно было отличить от обычных машин, что делало их идеальными для шпионских операций. Нацистские ученые также работали над проектами, касающимися электронного наблюдения. В 1942 году начались эксперименты с использованием радиоволн для прослушивания разговоров. Эти устройства использовали высокочастотные радиопередатчики, которые могли захватывать звуковые волны на значительном расстоянии. Такие технологии позволили нацистам перехватывать важные сообщения и планы противника, что давало им значительное преимущество в разведке. Не все разработки были успешными, однако неудачи также давали ценные уроки. Нацисты проявляли настойчивость в своих усилиях, даже когда технологии не всегда работали так, как ожидалось. В это же время они активно пытались улучшать свои методы и подходы, стремясь оставаться на шаг впереди своих противников. Эксперименты с шпионскими устройствами продолжались до самой капитуляции Германии, и хотя многие из них остались незавершенными, их идеи и принципы впоследствии стали основой для развития современных технологий шпионажа. Таким образом, шпионские устройства нацистов не только изменили подход к разведке, но и оставили наследие в будущем. Их влияние ощущается и сегодня в различных сферах, от технологий связи до методов обеспечения безопасности. И хотя многие разработки не увидели своего полного применения во время войны, их идеи продолжили развиваться, открывая новые горизонты в области шпионской деятельности. Следующий шаг нацистов в поисках научного превосходства привел их к темам, которые шокировали мир – экспериментам с генетикой. В нацистской Германии генетические эксперименты стали одной из самых мрачных и шокирующих страниц в истории науки. Эти исследования были продиктованы идеологией, стремлением создать арийскую расу и использованию науки для достижения политических целей. С самого начала 30-х годов ученые и врачи нацистского режима начали проводить эксперименты, которые сопровождались ужасными нарушениями прав человека. Одним из ключевых направлений в этих исследованиях стало изучение наследственности и генетики. Нацисты верили, что можно контролировать и изменять человеческие характеристики на генетическом уровне. Эксперименты проводились над заключенными концлагерей, которые становились жертвами жестоких медицинских процедур. Сотни людей подвергались хирургическим вмешательствам, которые часто проводились без анестезии и без согласия пациентов. Врачи, такие как Йозеф Менгеле, известный как Ангел Смерти, проводили эксперименты на близнецах, пытаясь выяснить возможность манипуляции наследственностью.
Менгеле был одержим идеей создать армию идеальных арийцев и проводил невероятно жестокие испытания, которые включали в себя инъекции различных веществ, операции на органах и даже попытки клонирования. Эти эксперименты часто заканчивались смертью или калечением людей. Нацистская медицина также активно использовала принудительную стерилизацию, которая стала инструментом для реализации расовой политики. В 1934 году был принят закон, разрешающий принудительную стерилизацию людей с физическими и психическими отклонениями. Это привело к массовым операциям, в результате которых десятки тысяч людей стали жертвами негуманной политики. Эксперименты по улучшению физических и умственных способностей также стали частью нацистских исследований. Ученые пытались создать суперсолдата, который мог бы обладать выдающимися физическими характеристиками и выносливостью. Разработки включали в себя тестирование различных наркотических веществ, которые должны были повысить боеспособность солдат. Однако эти эксперименты часто приводили к трагическим последствиям, включая смерть и физические увечья. Нацисты не останавливались на достигнутом. В начале 40-х годов начались исследования в области трансгенетики, целью которых было внедрение чуждых генов в человеческий организм. Эти опыты ставили под сомнение моральные и этические основы науки, так как основаны были на идеях о превосходстве одной расы над другой. Результаты таких экспериментов не только наносили ущерб здоровью людей, но и вызывали серьезные научные и этические дебаты. Генетические эксперименты нацистов также охватывали изучение заболеваний и попыток создания вакцин. Используя заключенных, врачи проводили исследования, которые часто были жестокими и бесчеловечными. В результате этих экспериментов возникли новые методы лечения, но цена, которую заплатили жертвы, была ужасной. Секретные лаборатории работали в условиях строгой изоляции, и многие результаты оставались неизвестными за пределами нацистской Германии. В конце войны и после падения режима многие из ученых, участвовавших в этих экспериментах, были привлечены к ответственности. Однако некоторые из них сумели бежать и продолжили свои исследования в новых странах. Научные разработки, основанные на тех ужасах, стали частью наследия, которое определило будущее медицины и этики в науке. Несмотря на все достижения, нанесенные этими экспериментами, последствия продолжают вызывать вопросы о пределах научных исследований и их влиянии на человечество. Когда нацистские эксперименты достигли своего пика, мир столкнулся с еще одной мрачной реальностью. Биологическое оружие стало следующим шагом в их стремлении к власти, и исследования в этой области открыли новые горизонты для ужасных открытий. С начала Второй мировой войны нацистская Германия все более активно развивала программы биологического оружия, стремясь создать смертоносные патогены и яды, которые могли бы значительно изменить ход войны. Одним из первых шагов в этой направлении стало использование химических веществ, таких как зарин и табун. Эти боевые отравляющие газы стали частью нацистской стратегии, направленной на создание хаоса среди противника и нанесение ударов по его моральному духу. В 1941 году нацисты начали массово производить новые виды газов, которые могли бы быть использованы на фронте. Эксперименты с этими ядами проводились в условиях строгой секретности, и многие военные офицеры не имели представления о масштабах этой программы. Вскоре нацисты начали применять эти химические вещества на поле боя, вызывая панику и ужас среди военнослужащих союзников. Химические атаки стали символом жестокости нацистского режима и вызвали международное осуждение, однако Германия продолжала эксперименты, считая это приемлемым способом ведения войны. Тем не менее, нацисты не ограничивались только химическим оружием. В начале 40-х годов начались разработки в области биологического оружия, направленного на создание смертоносных инфекций, способных поразить целые армии. В лабораториях проводились исследования, направленные на культивирование различных вирусов и бактерий. Важным проектом стала работа над сибирской язвой, которая была использована для создания биологического оружия. Ученые пытались создать штамм, который был бы устойчив к антибиотикам и мог быть использован в боевых условиях. В это же время нацисты начали исследовать возможность использования бактерий для создания эпидемий. В 1943 году был проведен ряд экспериментов, направленных на изучение влияния болезнетворных бактерий на людей и животных. В ходе этих экспериментов заключенные концлагерей становились подопытными. Такие исследования проводились в условиях строгой секретности, и многие результаты оставались неизвестными за пределами нацистской Германии. Миссия по экспериментам с биологическим оружием была не только научной, но и продиктована идеологией, которая оправдывала подобные действия. К концу войны нацисты пытались активно интегрировать биологическое оружие в свою военную стратегию. Существовала идея, что эпидемии могли бы стать эффективным способом ослабить противника, вызывая массовые заболевания и панические настроения среди гражданского населения.
В качестве одной из тактик рассматривалось использование зараженных продуктов, которые могли бы быть сброшены на вражеские территории, что предвещало немыслимые масштабы катастрофы. Параллельно с этими экспериментами нацисты продолжали искать способы создания вакцин для защиты своих солдат от возможных биологических атак. Ученые работали над различными формулами, пытаясь найти методы, которые могли бы спасти людей от инфекций, созданных в их же лабораториях. Однако большинство исследований проводились в бесчеловечных условиях, и многие заключенные страдали от ужасных последствий. С окончанием войны все разработки в области биологического оружия сразу же попали под внимание союзников. Многие ученые, участвовавшие в этих экспериментах, были арестованы и привлечены к ответственности. Однако некоторые из них смогли избежать наказания и продолжили свои исследования в других странах, что стало источником новой волны научных разработок, основанных на нацистских экспериментах. В бывшей нацистской Германии остались лаборатории, где проводились бесчеловечные эксперименты. Эти места стали свидетелями ужасов, которые оставили незаживающие раны в истории человечества. Тем не менее, наука продолжала развиваться, и разработки, основанные на этих ужасах, в дальнейшем стали частью медицинских и биологических исследований, что вновь поднимает вопросы о моральных и этических границах в науке. Нацистские эксперименты с биологическим оружием стали мрачным наследием, которое продолжает влиять на общество и сегодня, поднимая важные вопросы о безопасности и ответственности ученых. Нацистская Германия использовала шпионов как один из основных инструментов для достижения своих целей в разрушительной войне. В начале 30-х годов, когда нацисты пришли к власти, они понимали, что информация является одним из самых ценных ресурсов, способных обеспечить успех на поле боя. Разведка и контрразведка стали неотъемлемой частью их военной стратегии, и было создано множество специализированных подразделений. Одним из первых шагов к созданию эффективной шпионской сети стало формирование Абвера – военной разведки нацистской Германии. Это подразделение было ответственно за сбор информации о противнике, а также за организацию операций под прикрытием. Секретные агентуры действовали не только на территории Европы, но и за ее пределами, что позволяло нацистам собирать данные о состоянии войск противника и их передвижениях. Шпионы использовали различные методы для сбора информации. В начале 40-х годов нацисты начали активно внедрять людей в ключевые органы власти и военные структуры стран-соперников. Агентура использовала подставных лиц и внедрение своих людей в различные организации, чтобы получить доступ к секретной информации. Эти операции проводились с высокой степенью секретности и тщательной подготовкой. Одним из самых известных примеров успешной шпионской операции стала работа агента Вильгельма Шмидта, который смог внедриться в британские военные круги. Его информация о планах и передвижениях союзников стала решающей для нацистской стратегии, позволяя Германии избежать ряда серьезных поражений. Шмидт был не единственным. Сотни агентов работали на разных фронтах, создавая сеть, охватывающую всю Европу. Однако шпионская деятельность не ограничивалась лишь военной разведкой. Нацисты использовали своих агентов для сбора информации о внутренней ситуации в странах, находящихся под оккупацией. Эти данные позволяли нацистам адаптировать свои стратегии и принимать решения, влияющие на управление оккупированными территориями. Шпионы также занимались подрывной деятельностью, способствуя дезинформации и подрыву морального духа врага. Секретные операции нацистов также включали использование шпионских технологий. В это время началось создание различных устройств для шифрования и передачи информации. Шифровальные машины, такие как Enigma, стали основным инструментом нацистской разведки, позволяя защитить сообщения от перехвата. Эти устройства были практически непробиваемыми и обеспечивали высокий уровень безопасности для секретных операций. С развитием технологий нацисты начали использовать новые методы шпионства. Например, в 1940 году начали разрабатываться миниатюрные камеры и радиопередатчики, которые позволяли шпионам передавать информацию прямо с линии фронта. Эти устройства давали возможность мгновенно сообщать о движениях противника, что значительно повышало эффективность операций. Нацисты также активно использовали психологические операции. Шпионы внедрялись в группы сопротивления, чтобы подрывать их действия изнутри. Эти методы позволяли создать атмосферу недоверия и дезорганизовать противника, тем самым ослабляя его способность сопротивляться. Важной частью этой стратегии стало распространение дезинформации, что помогало нацистам манипулировать общественным мнением. В то время как шпионская деятельность нацистов продолжала развиваться, союзники начали осознавать важность контрразведки. Нарастающая угроза со стороны нацистских агентов привела к созданию противодействующих структур, направленных на предотвращение их действий. Это становилось настоящей гонкой, где каждая сторона стремилась перехитрить другую. Нацистская агентура, тем не менее, оставалась активной вплоть до конца войны. Несмотря на все усилия по разоблачению шпионов, многие агенты продолжали выполнять свои задания, обеспечивая Германии важные данные о противнике. Эти действия не только изменили ход войны, но и оставили глубокий след в истории шпионских операций. В мире шпионов нацистская Германия продемонстрировала, как наука и технологии могут быть использованы в самых темных целях.
Вскоре методы и подходы, использованные нацистами, станут основой для последующих исследований и разработок, связанных с идеологией и наукой, которые продолжат шокировать мир. Нацистская Германия не только стремилась к созданию высокоэффективных боевых машин и оружия, но и активно использовала науку как инструмент для реализации своих идеологических стремлений. Основой для этого служили жесткие расовые теории, которые оправдывали многие ужасающие эксперименты и разработки. Научные исследования проводились в условиях строжайшей секретности, и их результаты часто использовались для достижения политических целей, что создавало мрачный контекст для всех достижений нацистской науки. Идеология нацистов, основанная на представлениях о расовом превосходстве, привела к тому, что наука использовалась как инструмент для осуществления жестоких экспериментов с людьми. Научные учреждения стали частью системы, которая стремилась создать арийскую расу. Ученые, вовлеченные в эти процессы, часто закрывали глаза на моральные аспекты своих исследований, поддаваясь давлению режима. Множество исследований проводилось на заключенных концлагерей, которые становились жертвами экспериментов, лишенных гуманности. Одним из самых известных примеров стал Йозеф Менгеле, который проводил жестокие эксперименты над близнецами. Его практика включала в себя беспощадные операции и инъекции различных веществ, которые часто приводили к смерти или калечению. Менгеле не был единственным. Многие другие ученые проводили аналогичные эксперименты, пытаясь манипулировать человеческой наследственностью и выявить способы создания суперсолдат. Нацисты также активно исследовали области, связанные с генетикой и наследственностью, что было оправдано их идеологией. В начале 40-х годов начались эксперименты по принудительной стерилизации, направленные на уничтожение нежелательных групп населения. Этот процесс привел к массовым операциям, в результате которых десятки тысяч людей стали жертвами расовой политики режима. Законы о принудительной стерилизации, принятые в 1934 году, стали примером того, как наука могла служить средством угнетения. Биологические исследования также охватывали изучение различных заболеваний. Нацисты пытались использовать заключенных в качестве подопытных для создания вакцин и лечения, не заботясь о гуманности своих действий. Эти эксперименты часто проводились с ужасными последствиями и лишь подчеркивали бесчеловечность системы. Немало людей стало жертвами не только жестоких операций, но и ненадлежащего обращения с ними во время лечения. Параллельно с этими ужасами возникали разработки в области биологического оружия. В лабораториях нацистской Германии проводились исследования по созданию смертоносных вирусов и бактерий. Важным проектом стало создание штаммов сибирской язвы, которые могли бы использоваться в военных целях. Ученые работали над возможностью культивирования различных инфекций, что должно было стать основой для применения биологического оружия против противника. Нацисты также пытались интегрировать свои исследования в военные стратегии, рассматривая биологическое оружие как способ ослабить противника. В качестве одной из тактик рассматривалось использование зараженных продуктов, сбрасываемых на вражеские территории, что могло привести к массовым эпидемиям. Это подчеркивало, как далеко могла зайти наука в руках людей, чьи идеологические убеждения оправдывали бесчеловечные эксперименты. С окончанием войны нацистские исследования по биологическому оружию привлекли внимание союзников. Многие ученые, участвовавшие в этих экспериментах, были арестованы и привлечены к ответственности, но некоторые смогли избежать наказания и продолжили свою работу в других странах. Это создало новую волну исследований, основанных на ужасных нацистских экспериментах, что вновь поднимает важные вопросы о морали и этике в науке. Таким образом, связь между идеологией и наукой в нацистской Германии привела к созданию мрачного наследия, которое продолжает влиять на общество и сегодня. Эти эксперименты стали отражением не только научного прогресса, но и ужасающей реальности, ставшей возможной благодаря идеологии, которая оправдала жестокость и бесчеловечность.